проекту Росатома и Норникеля «Полярный литий». Требуются меры господдержки из-за падения прогнозного спроса на литий в России. Целевой показатель Минпромторга по металлу снизился немножечко. Со 100 тысяч тонн до 10 тысяч тонн к 2030 году. Ну, немножечко промахнулись. После переоценки прогнозов внутреннего спроса на литий до 2030 года проект «Полярный литий» для достижения рентабельности рассчитывает на меры господдержки и экспортный потенциал. Компания планирует выпустить 40-45 тысяч тонн продукции в год на фоне снижения прогноза Минпромторга по внутреннему спросу со 100 тысяч до 10 тысяч тонн лития. Об этом журналистам на полях Международного конгресса по редким металлам, материалам и технологиям «Редмет-2026» сообщил генеральный директор «Полярного лития» Игорь Демидов. Вот. Притом сам проект, в общем-то, выглядит довольно интересно. Давайте его параметры тут некоторые добавим. По словам Демидова, после получения лицензии в 2023 году «Полярный литий» за 1,5 года провел доразведку Колмозерского месторождения и фактически переоткрыл его. Запасы были увеличены вдвое. Это хороший результат. Сейчас месторождение содержит около 1,5 миллиона тонн эквивалента оксида лития, 152 миллиона тонн руды. Это сколько лития в итоге мы... Ну ладно. Это выводит его в число 5 крупнейших литиевых месторождений в мире. Компания завершает проектирование карьера и обогатительной фабрики. Проектная документация по карьеру будет готова в 2026 году, по фабрике в 2027. Начало освоения месторождения запланировано на середину 2028 года. Ввод в эксплуатацию на февраль 2030. Ну и что ж такое? Что случилось? В 2022 году, когда наша передача была крайне молодой и насчитывала всего несколько месяцев, мы как-то удивлялись прогнозам производства «Москвича-3И», которые озвучивались в декабре 2022 года. Удивлялись, цитировали концепцию развития электротранспорта в России. К чему я это вспомнил? Собственно говоря, всех электромобилей подвели. Вот вопросы, которые в 2022 году задавались почему-то, услышаны не были. А давайте мы вот еще цитатку зачитаем, чтобы контекст задать. Если можно, следующую. Ключевая проблема проекта – резкое снижение прогнозов спроса на литий. Как писал РБК в феврале 2025 года, Минпромторг оценивал текущее потребление лития в России в 1000 тонн. В министерстве тогда допустили возможную корректировку производственных планов флагманского проекта Росатома и Норникеля из-за снижения прогнозов выпуска электромобилей. Изначально Минпромторг ожидал к 2030 году спрос на литиевую продукцию в объеме до 100 тысяч тонн в год. Позднее оценки были снижены сначала до 75 тысяч, затем до 55 тысяч, а в последних документах до 10 тысяч тонн. А в 2022 году нельзя было догадаться. Нет, я тут претензии даже не к людям, которые эти прогнозы составляют. Они молодцы. Они грамотные специалисты, эксперты. Люди берут какую-то оценку внешнюю, говорят, вот как вы думаете, вот будут электромобили расти или не будут расти? И знаете, как иногда... Прогнозировали 100 тысяч, получилось 10. Начал ремонт в стиле хай-тек, потом ремонт перешел в стадию хоть так, а потом еще в одну стадию. Главное, что за прогноз все отвечают. Написали, молодцы. Я могу заметить... Знаете, иногда я слышал, не то чтобы я принимал участие, я слышал. Бывают такие мероприятия, на которые собирают экспертов, чтобы те, оценили перспективы развития какого-то направления. Вот. И вот в рамках таких мероприятий, допустим, задается тема развития электротранспорта в столице какой-нибудь страны. Не то чтобы я на таких мероприятиях бывал, просто слышал, что такое бывает. Вот в столице какой-нибудь страны, как будут развиваться электромобили? И как вы думаете, на таких мероприятиях вопрос ставится: динамично они будут развиваться, не динамично, спрос будет высоким, спрос будет низким, может он вообще упадет, может вообще никому не будут нужны. Не-не-не. На таких мероприятиях я просто слышал, разумеется. Вопрос задается примерно так. Электромобили будут развиваться хорошо, отлично или восхитительно? Разумеется, восхитительно. Главное для этого построить как можно больше зарядных станций. Вот здесь прогнозы сбываются, их много.
Я думаю, что по количеству зарядных станций мы скоро догоним и перегоним количество электромобилей и пойдем дальше. Нет, Борис наговаривает. У нас 12 электромобилей на одну зарядную станцию. Так что нет, зарядным станциям еще догонять и Еще 12. Еще работать и работать. Да. То есть у нас, знаете, электромобили не развиваются, потому что, зарядных станций мало. 12 штук, понимаете, электромобилей на одну зарядную станцию. Этого мало. Надо, чтобы 1 к 1. Вот тогда да. Я даже помню эти прогнозы, что стоит у каждого МКД, многоквартирного дома, на всех стоянках обеспечить возможность электрозарядки. Жаль, что не сбылось. Тогда бы получилось. А мне очень нравится, сейчас приезжаешь в какой-нибудь торговый центр, там прям целая площадочка выделена для электромобилей. Нет электромобилей там. Это не важно. А поставить обычный автомобиль, это, конечно, не важно. Там в 3 ряда оставьте, а вот тут. А вдруг приедут? Это, знаете, в Европе очень любят. Мы создадим инфраструктуру транспортную для энергоносителя, а энергоноситель сам придет. Он же такой, он видит, инфраструктура, и приходит. Вот так и с электромобилем. Вы инфраструктуру создайте, а они как набегут. Так вот. А я еще слышал, что если на таких мероприятиях, куда экспертов приглашают, попробуют сказать, погодите, вообще ничто ничем не бьется, вам могут рот заткнуть. Я просто слышал. Я никогда на таких мероприятиях, разумеется, не был. Так вот, прогнозы, да. А с чего прогнозы начались? А давайте мы посмотрим соответствующий документ, который 5 лет назад был принят. Он уже тогда вызывал некоторые недоумения, господи. Концепция развития электромобильного транспорта. Если что, это прям можно почитать. Он до сих пор читается как я не знаю, как драма, как трагедия, как триллер. Первый этап развития с 21 по 24 Мы его уже, годы. если что, прошли. 21-24 годы закончили. Да. А вдруг кто-то не в курсе? Второй этап с 25 по 30. То есть откуда были ожидания к 30 году? Потому что бумага. В бумаге написано... А что там написано? Ключевыми показателями реализации первого этапа концепции. Главное, с большой буквы название документа написать. Это тоже уважение к русскому языку. С большой буквы там. Концепция. И сразу как-то, приободришься. Производство не менее 25 тысяч электротранспортных средств. Да. Запуск в эксплуатацию не менее 9... тут более-менее, кстати, получилось. Ключевыми целевыми показателями реализации второго этапа, мы в нем сейчас, концепции являются производство электротранспортных средств в количестве не менее 10% общего объема производимых транспортных средств. То есть, если у нас производится, допустим, 1 000 000 транспортных средств, то 100 тысяч электромобилей даже вот сейчас. Или хотя бы к 30 году. Откуда брались эти странные ожидания от спроса на литий в России? Да отсюда. Кстати, у меня вопрос. Марья Ивановна, или кто там автор? Почему 10%? Исходя из каких соображений предполагалось, что 10% будут электромобилями? Это, элементарно, там 0 в конце. Это удобно. Нет, я согласен, там удобно. Потому что написать 10,28, чушь. Нет, кстати, Просто это 10. было авторитетнее бы выглядело. 10,28%. Будут И сразу так, не 10. Тут люди явно постарались, посчитали. Не могут же они от балды взять 10%? Не могут, конечно. Это тоже на чем-то базируется. Запуск производства ячеек для тяговых аккумуляторных батарей. И отсюда берутся эти завышенные прогнозы спроса на литий. Как бы этот прогноз про 10 тысяч тонн не пришлось пересмотреть еще раз в сторону понижения. То есть было 100, 75, сейчас 10. Сейчас 1 тысячу тонн потребляют. А к 30 году предполагается рост на порядок. Это и для понимания. То есть сейчас 1000. В 26-м. В 26-м. А к 30 году 10 тысяч. Не лучше ли бы сразу было написать 3000? Я, кстати, сейчас не издеваюсь. Но если будет больше, напишут, здорово. А если около 3, скажете, мы и так и предполагали. 10 тысяч. Интересное мнение. Запуск в эксплуатацию, значит, будет к 30 году не менее 72 тысяч штук зарядных станций, из которых не менее 28 тысяч штук быстрые зарядные станции. Запуск в эксплуатацию не менее, мое любимое, 1000 водородных заправок.
Александр, ничего, что ты сидя это прочитал. Нет, я Надо было боюсь. привстать. Да, я Надо было понимаю. представить 1000 водородных заправок. 1000 водородных заправок. Давайте так, я подпрыгнул внутренне от восторга. Ну, почему вот это? 10%, 1000, ну вот откуда это? Вот что под этим лежало? При том, что вопросы были уже в 2021 году, когда вот это, было опубликовано. Как, почему, исходя из каких соображений. Все нормально, объяснять. Во-первых, вы, дураки, ничего не понимаете. Во-вторых, во всем мире, кстати, весь мир, для понимания, 2/3 этого всего мира – это Китай. Оставшиеся, там еще 20% это Европа, 9% это Соединенные Штаты Америки, и вот за их пределами весь остальной мир – это вот этот хвостик. Это про продажи электромобилей, если что. Весь мир начинает переходить на электромобили. А вы вот просто хотите на телегах ездить? Ну, давайте про телеги, кстати, поговорим. Здесь вот еще что возникает. Полярный литий – это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса. Росатом, опираясь вот на данные этой концепции, замечательно, ее же серьезные люди писали, одну гигафабрику в Калининградской области открыл. В конце этого, в начале следующего, будет вторая в Подмосковье, на Пахре. Вот там возникнет вопрос, куда эти ячейки девать-то? Вы же говорили вот про 30 тысяч, про 300 тысяч, про 1 000 000 И где? 100 тысяч миллионов. Это значит, я так дорого стою, как малыш говорил с мамой. Ну да. Сначала непонятен объем лития. Теперь Росатому и Норникелю надо лихорадочно искать, куда бы это деть. Потому что деньги в разработку месторождения, в расширение мощностей, в переработку, во всю инфраструктуру вложены. Возникает вопрос, куда деть. Следующий вопрос, а что делать фабрикам теперь? То есть, кстати, вот с точки зрения инфраструктуры, зарядные станции есть. Производство ячеек, производство аккумуляторов, есть. Добыча лития развивается. Одна проблема. Внутреннего рынка нет. Нету кстати, давайте о внутреннем рынке, я же обещал. В апреле 26 года, это вот сейчас, в России было реализовано 906 новых электрокаров. Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные ППК, это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерство в марочном рейтинге в этом сегменте авторынка продолжает удерживать отечественный бренд «Эволют», продажи которого составили 409 единиц, что эквивалентно 45% всего объема. Второе место занял новичок рынка российский УМО. Если что, новичок рынка – это бывший, он пришел на смену москвичу 3И, который мы тут упоминали, и по поводу которого мы задавали вопросы в конце 2022 года. Видимо, ответ мы уже получили. На смену ему пришел УМО. Уморительно, дорогие друзья. С результатом в 184 экземпляра. Кроме них в топ-5 марок вошли китайский «Аватар» 85 штук, «Джили» 41 штука и BYD, мировой лидер по производству электромобилей, на секундочку, 35 штук. Но. Это всего за месяц. Это за месяц. Кроме того, за месяц. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Я бы порадовался. Но... А давайте сразу к следующему. Вот итоги 4 месяцев, хотя бы, с 23 года глянем. Это продажи электромобилей в штуках в России с января по апрель. Не замечаете? Если что, порядок величин прям нигде ничего не напутано. Никто ничего не замечает. Удобно, правда, сравнивать 26-й год с 25-м? А вот с 24-м, когда за апрель было продано столько электромобилей, сколько за больше электромобилей, чем за первые 4 месяца 2026 года, наверное, сравнивать уже не очень удобно. Это я к чему? Это я не поиздеваться, не поиронизировать. В попугаях я гораздо длиннее, я согласен. 14% рост. Ура! Ура! Я внутренне опять подпрыгнул. Я не поиздеваться, я вопрос задаю. Текущая статистика, которая говорит об отсутствии какого-либо потребительского интереса к этому сегменту, сколько бы миллиардов рублей, это не шутка, в него не вливали, нет интереса. Простите, эти цифры, это смешно.
Кто не хочет посмеяться над этими цифрами, ну окей, возможно, вы энтузиаст. И я не против самого, в данном случае, вот этого направления. Я скорее предлагаю, опираясь на эти цифры и даже пусть на эту динамику, задаться вопросом, не стоит ли заранее пересмотреть прогнозы, чтобы компании, которые на эти прогнозы ориентируются, смогли подстроиться хотя бы за следующие 4 года. Может быть, они смогут это сделать. Это ж не поиздеваться, но это можно сколько угодно надувать щечки и говорить, да-да, электромобили во всем мире. Да-да, 66% рынка – это Китай. Весь мир – это Китай. Ну, я на всякий случай напомню, что когда мы озвучивали планы Росатома по гигафабрике в Калининградской области, там пересчитывали их ячейки в аккумуляторах для легковых автомобилей. На 50 тысяч штук в год рассчитано. Нет, ну все правильно. Нет. И вторую открывать. Деньги уже вложены. И рабочие места созданы, и люди набраны. Им сейчас что делать? Если вместо 50 тысяч вот эти 3 тысячи на 3 умножим, 10 будет. А еще вторую фабрику открывать. Нет, нет, стоп, так нельзя. Нельзя? Нет. Мне тоже так казалось, что нельзя. Сейчас я поясню. Я поясню, почему так нельзя. Это не все российские электромобили. Нет, ну сейчас атом выйдет. У нас, если что, у нас грядет приход еще одного очень нужного рынку электромобиля. Очень нужного. Ну ладно, не буду ругать, а то, знаете, скажут, что издеваюсь над... Хорошо, выйдет, тогда обсудим. Это не все российские. То есть даже вот в этом объеме российских не доминирующее количество. И самое страшное, что вот я УМО вот этот вот видел в такси. То есть какие-то крупные автопарки закупили. Ну, у нас есть теперь реестр там автомобилей, которые можно использовать в качестве такси. Вот они, видимо, туда попадают, их покупают. Но это не тот сегмент рынка, на который вы можете опираться. И он обновляется не каждый год, и тем более не каждый месяц. Простой потребитель рублем не голосует. Кстати, у нас заряжаемые гибриды сейчас продаются лучше, чем чистые электромобили. Это все про чистые электромобили, если что. Заряжаемые гибриды, да, продаются лучше. Ну, в этот, правда, сегмент у нас как-то не смотрят, потому что, это как-то ерунда. Господи, заряжаемые гибриды, это там ДВС стоит, это фу. Весь мир. Да, весь мир, да. 2/3 которого это Китай, который и развитой автопромышленностью обладает, и производством полного цикла от элементной базы до готовых аккумуляторов и готового автомобиля обладает. Но это... Да, российский. Тут ряд российских брендов было перечислено, которые очень российские, вплоть до последнего винтика. Я с некой горечью это говорю. Это я не поиздеваться, я с некой горечью говорю. И еще раз, вот 50 тысяч одного, 50 тысяч другого, на что это рассчитывали? Ну, исходили из концепции, что люди, не полпалец потолок использовали метод, а на что-то опирались. У нас тогда, где-то 1,5 миллиона, по-моему, производили автомобили в 2021 году. 150 тысяч должно было быть электромобилей. Тут 50 тысяч аккумуляторов выпускает завод, там 50 тысяч. 2/3 рынка закрыли. Красота неописуемая. Теперь их куда девать? Кому? В Китай? Я не зря про Китай говорю, просто как бы вдруг кто-то не понимает. Китаю у меня есть сомнения, возможно, я очень сильно заблуждаюсь, буду рад очень сильно заблуждаться, но Китай, являясь мировым лидером по производству аккумуляторов, наверное, не очень нуждается в нашей продукции, исчисляемой тысячами штук, потому что у него там она выпускается миллионами штук. Нет, вот в чем проблема. На неделю нормально. У нас нам сейчас, если это направление нам нужно, не электромобили, а вот производство аккумуляторов. Нам нужно очень быстро придумать какое-то разумное направление, которое бы развило наш внутренний спрос на эти самые аккумуляторы. Я не очень представляю, какое. Сейчас Борис скажет. Так известно какое. Александр Григорьевич, у вас как с электроэнергией? Много и дешевое? И далее по схеме. Действительно, в Беларуси в связи с вводом 2 атомных энергоблоков необходимость в электротранспорте есть. Я думаю, что там и соответствующие побудительные мотивы со стороны налогового законодательства тоже появятся. Так что вариант.
Ну, вот в этом направлении в этом направлении можно поработать. Но вот, зачем самих себя вводить в заблуждение, что у нас какие-то невероятные перспективы роста спроса? И делать это годами. Ну, И призывать строить эти зарядные станции, несмотря на то, что у нас все, что касается распределительных электросетей, тяжелейшая ситуация. Но мы умудряемся вот это делать. Ну, хорошо, сделали сейчас 12 тысяч зарядных станций. Для чего? Зачем? Почему? Что сказали Россети по этому поводу? Сильно обрадовались? Да нет, как бы сделали. Тут, чтобы не складывалось впечатление, что да вообще ничего не надо развивать. Надо развивать, но нужно учитывать накопленный опыт. Нужно видеть какие-то потребительские настроения. Зачем самих себя убеждать? 1000 водородных заправок. Кому нужна эта 1000 водородных заправок? Ну как? Умные люди. Не то, что мы тут лапотники. Мы же ничего не соображаем, очевидно. Умные люди в Европе. Вот. Мы в один голос просто это сказали. Где? В Европе. В 2020 году сказали, водород очень нужен. Десятки, сотни миллиардов долларов рынок. Сам Чубайс сказал. Не кто-нибудь. Да. А Чубайс-то, это голова, ему палец в рот не клади. Кстати, где он? Вот, говорит, водород это очень нужно. Действительно, оттяпал и палец, и полруки, и куда-то исчез. И нет теперь Чубайс, есть теперь Зубенцебиллер, или как его там. Пишут нам, электросамокаты, электровелосипеды, аккумуляторный инструмент. Нет, я не скажу, что ваши замечания совсем не подходят под эту ситуацию. Просто вот в мире сейчас несколько сотен миллионов электротранспортных средств вот такого типа. Скутеры, велосипеды и прочее. Аккумуляторы, которые там устанавливаются, немного меньше, самую малость, чем аккумуляторы, которые устанавливаются в автомобиле. Поэтому, если мы говорим про спрос на литий, то опираться на вот эти транспортные средства невозможно. Тем более, что около полугода в нашей стране, в среднем, этими транспортными средствами не пользуются. Что касается аккумуляторного инструмента, возражение такого же порядка. Понятно, что им пользуются, наверное, больше, просто далеко не все. Так, Александр, я предлагаю эту тему завершить. Да, Запорожская атомная электростанция. У нас, повестка увеличенная, а не измененная, с изменениями. Не владею Росстатовским.